85%. Примерно такое количество людей во всем мире страдают от низкой самооценки в той или иной степени. Это почти 7 миллиардов человек, которые каждый день смотрят в зеркало и видят там не просто свое отражение, воплощение всех своих страхов, неудач и недостатков. И самое парадоксальное в этом то, что мы — существа, созданные природой с единственной целью — выжить и продолжить род. Каждая клетка нашего тела, каждый нейрон направлен на самосохранение. Но почему-то, вместо того, чтобы защищать себя от внешних угроз и неприятных слов, мы становимся себе врагами. И это не просто плохое настроение или временная слабость. Для миллионов это проблема, которая тянется с ними всю жизнь. И нередко становится причиной ее конца. Что происходит в нашей психике, из-за чего вместо защиты самого себя мы выбираем себя ненавидеть и даже причинять увечья? Почему эволюция, подарившая нам инстинкт самосохранения, не защитила нашу психику от саморазрушения? Почему комплексы и ненависть к себе можно считать болезнью? И как именно ее лечить? Есть ли от этого какая-то вакцина? Спойлер – да. Я гарантирую, в конце этого видео вы не только поймете, как избавиться от комплексов, но и сделаете свою жизнь кратно лучше. Но сначала, что такое комплекс? И нет, это не просто новое модное зумерское слово. История этого понятия началась более века назад, когда швейцарский психиатр Карл Густав Юнг ввел термин «комплекс» в научный оборот. Он определял его как эмоционально заряженную группу идей или образов, которые действуют почти автономно в нашей психике, как отдельная субличность. Представьте, что внутри вас живет маленький критик, у которого есть своя программа, свои убеждения и своя власть над вашими эмоциями. Юнг считал, что комплексы — это не обязательно что-то плохое. Влюбленность, например, тоже комплекс. Все мысли вертятся вокруг одного человека, все кажется связанным с ним. Но для нас это слово запомнилось больше как что-то негативное, потому что они имеют над нами власть и часто приносят нам страдания. Но так считали не все. Например, Альфред Адлер, австрийский психолог, утверждал, что чувство неполноценности — это не отклонение, а норма. Мы все рождаемся маленькими, слабыми, беспомощными существами в мире взрослых гигантов. Ребенок физически слабее, он зависим от взрослых и сильных, и это нормально. Более того, именно это чувство неполноценности заставляет нас развиваться, учиться и стремиться стать лучше. Проблема начинается тогда, когда это естественное чувство превращается в токсичное убеждение. Когда «я пока не умею» превращается в «я никогда не смогу». Когда временная слабость становится пожизненным приговором. В современной психологии утверждается, что комплекс — это не просто негативные мысли, а целая система, которая включает в себя глубинные убеждения, эмоциональные реакции и поведенческие паттерны, что закладывается в нас всю жизнь. Это как компьютерный вирус, который не просто показывает неприятные сообщения, а перепрограммирует всю операционную систему. И самое коварное то, что эта система самоподдерживающаяся. Комплексы создают такие условия, при которых негативные убеждения постоянно подтверждаются. Мы чего-то боимся, куда-то не идем, что-то подмечаем, и это закрепляется все сильнее. Возьмем простой пример. Парень считает себя непривлекательным. Это его глубинное убеждение, его комплекс. Из-за этого он избегает знакомств, прячется за мешковатой одеждой, сутулится, не смотрит людям в глаза. И что происходит? Девушки действительно обращают на него меньше внимания. И не потому, что он объективно непривлекателен, а потому, что его поведение отталкивает. А его поведение провоцирует его предубеждение. Но реакцию на себя он интерпретирует как подтверждение этого убеждения. «Я так и думал, я уродлив и ничего не достоин». И тут круг замыкается. И что с ним делать? Разорвать его не так уж сложно, ведь порой его достаточно просто сменить. Люди, подверженные самоненависти, загоняют себя в те рамки и условия, в которых они даже не могут раскрыть свои таланты, где они просто не нужны, лишний раз провоцируя свои негативные убеждения о самих себе. Кто-то выбирает партнеров не по душе, компании друзей, а кто-то работу. Так один менеджер по продажам, который боится звонить незнакомцам, а другой блогер, хотя изначально хотел стать программистом. А среди тех, так и вовсе огромный дефицит специалистов. И есть место, в котором качественно обучают профессиям IT – компьютерная академия ТОП. Если вы давно хотели сменить профессию на более востребованную или прокачать уже накопленные навыки, в Академии ТОП десятки полезных направлений для разных возрастов, независимо от опыта. И это не просто курсы, это целая экосистема в сфере цифровых технологий, где обучаются дети, подростки и взрослые, а обучение проходит офлайн в более 500 филиалов по всей России. А обучиться можно всему, от языка программирования до менеджера маркетплейса. И в Академии не просто теория, а самое нужное современному специалисту — практика, прокачивая только полезные навыки. И цель Академии не просто обучить, а трудоустроить
каждого студента. У Академии ТОП подписано более 100 меморандумов о партнерстве с компаниями-лидерами из IT-отрасли, которым нужны свежие специалисты. Поэтому ученики находят работу еще в процессе обучения. А любую программу можно оплатить частями или в беспроцентную рассрочку, а также получить налоговый вычет в 13%, ведь у Академии есть государственная лицензия, а по завершению получить диплом международного образца. А еще Академия ТОП вошла в число номинантов национальной премии «Бренд года 2025», получив высокую оценку экспертного жюри и признание среди участников рынка образовательных услуг. Торопитесь стать востребованным специалистом. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, а по промокоду Альберт будет скидка в 15%. Обучайтесь нужному вместе с Академией ТОП. Но почему наш мозг так легко попадает в ловушки из негативных установок? Ведь эволюция проверяет нас миллионы лет. Мы с вами — это лучшие представители человеческого рода. Хоть пиком нашей эволюции стало мастурбировать или стать ТикТок. И несмотря на все невероятные способности к выживанию, мы можем загрустить и умереть от мыслей. Как так? Ответ кроется в том, как устроен наш мозг на самом базовом уровне. Представьте, что ваш мозг — это не единый компьютер, а целая корпорация с разными отделами, которые не всегда работают слаженно. И когда вы себя критикуете, в этой корпорации начинается настоящая паника. Ученые обнаружили, что когда вы думаете о себе что-то плохое, ваш мозг реагирует так, будто на вас напал хищник. Активируется амигдала, миндалевидное тело, древняя структура, отвечающая за обнаружение угроз. Она не различает, откуда исходит опасность, снаружи или изнутри. Для нее ваша самокритика — это атака, требующая немедленной реакции. И какая это реакция? Выброс кортизола, гормона стресса, учащение сердцебиения, напряжение мышц, сужение сосудов. Ваше тело готовится бежать или сражаться, но бежать тут некуда, ведь сражаться не с кем. Противник — это вы сами. И вот вы застреваете в этом состоянии хронической боевой готовности. Но это только начало. Параллельно активируется передняя поясная кора, область, которая обрабатывает социальную и эмоциональную боль. Знаете, почему мы говорим «слова ранят»? Потому что для мозга эмоциональная боль от критики активирует те же области, что и физическая боль от травмы. Ваш мозг буквально не видит разницы между ударом кулаком и ударом словом. Особенно, если это слово произносите вы сами. Но тут нюанс. Амигдала работает не просто так. В природе угроза, если и появляется, то она заканчивается. Мы просто должны быть к ней готовы. Но если она изнутри, то эта угроза будет бесконечной. А это уже не спасает организм, а истощает и его разрушает. Но благо у нас есть фильтр в виде префронтальной коры. Это наш внутренний взрослый, рациональность и анализ. И когда амигдала посылает подобные сигналы, кора должна ее успокоить. Но у людей с хронической самокритикой эта связь нарушена. Префронтальная кора как будто отключается, оставляя амигдалу без присмотра. И та продолжает бить тревогу все громче и громче. Особенно этому подвержены подростки. Ведь префронтальная кора формируется в среднем до 25 лет. Поэтому, если в молодом возрасте вас что-то задело, даже самое незначительное, это может оставаться с вами на долгие десятилетия. Постепенно либо стихая с возрастом, либо продолжая занимать доминирующее место в вашей жизни. Тут, так сказать, как повезет. Но мы наслышаны о разных историях. Некоторые люди застревают в негативных мыслях месяцами, а другие легко от них отмахиваются. Просто думай о хорошем – самый частый совет. Но на самом деле позитивное мышление вредит даже больше, чем негативное. Исследования показывают, что люди, которые не прорабатывают негативные эмоции, а просто их подавляют, стараются мыслить позитивно, намеренно их игнорировать, скрываться от проблем, имеют более высокий уровень кортизола. То есть, стараясь улыбаться через силу, вы буквально травите себя стрессом еще больше, чем если бы просто переживали что-то плохое. И подвергаете себя еще большему риску возникновения депрессии, тревожности и даже сердечных заболеваний. Поэтому иногда как следует порыдать и пожаловаться на свои проблемы бывает гораздо полезнее. Но в чем секрет именно тех, кто так легко переживает негатив и почти ни о чем не комплексует? Дело в том, что в нашем мозгу есть очень много областей, которые активны в фоне, когда мы думаем, мечтаем и так далее. Но у людей, которые склонны к самокритике или депрессии, в том числе генетические, о которой мы, кстати, поговорим через время в других видео. Дайте знать, если хотите видео на эту тему. Эти области становятся гиперактивными. Это называют руминацией, постоянным мысленным прокручиванием негатива. Это как если бы фоновое приложение постоянно выскакивало с новой ошибкой и привлекало на себя внимание, вроде «А помнишь, ты
ты сделал так, а надо было по-другому. Хотя есть и другая крайность. У людей с СДВГ, синдромом дефицита внимания, все наоборот. Их префронтальная кора меньше по объему, поэтому работа многих сетей мозга нарушена. Если депрессивный человек — это зависший компьютер, который крутит одну программу, то человек с СДВГ — это компьютер с сотней открытых программ, который не может остановиться ни на одной. Они не застревают в негативе, они просто распыляются на все, что и провоцирует сотню негативных мыслей, просто потому, что их мозг устроен иначе. И у людей, которые постоянно прокручивают мысли и живут в негативе, меняется структура даже здорового мозга. Уменьшается площадь поверхности предклиния, области, связанной с самосознанием, как будто мозг физически перестраивается под постоянный негатив. И это не метафора. Это реально измеримое изменение в сером веществе. А серого вещества от постоянного стресса становится меньше. Вот пластинка и повторяется. Но это не ошибка эволюции, а именно наоборот. Когда-то очень давно это было особенностью, которая нас спасала. Ведь наши предки запоминали опасности и угрозы, чтобы сохранить себе жизнь. Где прячется хищник, что его больше привлекает и так далее. Мы чисто эволюционно предрасположены замечать негатив. Поэтому нас больше учат именно негативный опыт, а из зоны комфорта все так мечтают выйти. Но правда, теперь у нас вместо хищников негативные комментарии в интернете, и теперь наша особенность работает не во благо, а во вред. Но разве дело только в этом? Мозг — это не изолированный орган, а часть сложнейшей взаимосвязанной системы. И мозг, и наше мышление — это последнее, где происходит сбой. Наши мысли мало на что влияют. Все начинается гораздо раньше. Начнем с очевидного — гормонов. В современном мире из-за экологии, питания и отсутствия активности у большинства функции многих гормонов либо нарушены, либо их значения сильно отличаются от нормы. А об этом топливе многие забывают. Взять один из основных гормонов уверенности — тестостерон. Он отвечает не только за рост огромных мышц, но и за то, как ты воспринимаешь себя, как смотришь на мир, какая у тебя энергия, восстановление и мотивация. Как у мужчин, так и у женщин, только в меньших количествах. У нас, мужчин, тестостерон снижается уже несколько поколений, из-за чего мы официально физически слабее наших предков. А на него влияет абсолютно все, от питания и недосыпа до слишком частой мастурбации. Также важен уровень эстрогена, вроде эстрадиола и пролактина. Если они слишком высокие, то мы становимся ленивыми и очень тревожными, а мотивации на жизнь у нас просто нет. А у парней они как раз таки могут вырасти из-за стресса или слишком частых оргазмов. Кстати, в нашем сообществе я давно публиковал свой гайд о том, как я сам поднял свой тестостерон с почти низов, так что почитайте, будет полезно. У девушек история во многом схожая, правда, во многом она зависит от их менструального цикла. Правда, если он проходит очень проблемно, нередко это также говорит о нарушениях в образе жизни, питании, витаминах или гормонах. Так что, девочки, обратите внимание. В общем, везде важен баланс. Ведь если этого баланса нет, мы становимся уязвимыми, апатичными и депрессивными. А это уже нарушает синтез гормонов счастья и мотивации, вроде серотонина и дофамина, и повышает синтез гормонов стресса. Если этот баланс нарушен, а ваш образ жизни никак не меняется месяцами, вы плохо спите, не занимаетесь спортом, так еще и плохо питаетесь, курите и пьете, проблема может принять долгосрочный характер, усиливая сбой и усиливая стресс организма. Так что тут работает эффект домино. И если где-то упало одно, то постепенно все последующие будут не просто делать вашу жизнь эмоционально тяжелее, но и с каждым годом отсутствия действий значительно ее сокращать. Поэтому не зря говорят, что спорт — лучший антидепрессант. Так что вердикт один. Перед походом к психологу лучше сначала сдать анализы, сходить к эндокринологу, сделать УЗИ щитовидной железы, а еще лучше покакать в баночку. В последние годы ученые все больше склоняются к тому, что проблема вообще не в голове, а в кишечнике. Слышали фразу «мы то, что мы едим»? И это буквально так. В нашем кишечнике живут триллионы микроорганизмов, что производят нейромедиаторы, включая серотонин. До 90% всего серотонина, гормона счастья, в организме производится именно в кишечнике. Исследования последних лет показывают огромную связь между состоянием кишечника и психическим состоянием. У людей с депрессией обнаруживается измененный состав микробиома. В общем, какашки некачественные. Приятного аппетита, кстати! Более того, в экспериментах на животных пересадка микрофлоры от депрессивных людей здоровым мышам вызывала у животных депрессивно-подобное поведение. То есть, буквально, бактерии в нашем кишечнике могут влиять на то, как вы думаете о себе. Пищевая промышленность последние несколько веков претерпела огромные и в некотором смысле катастрофические изменения. За последние 200 лет потребление сахара выросло в 30 раз, с примерно килограмма в год до 55 килограмм
на человека. А ультраобработанные продукты, которых фактически не существовало до 20 века, теперь составляют более половины нашего рациона, что и привело к массовому нарушению микробиома. Хорошая новость в том, что изменения в составе продуктов и изменение подхода к их обработке, например, зерен, сделало пищу доступнее, помогая снижать голод по всему миру. Но плохая в том, что такая диета для нас не предназначена эволюционно. Обрабатывая продукты, мы уничтожаем все полезное в них, а это убивает наш микробиом, который для такой пищи не был предназначен. У нас есть множество видов лактобактерий и бифидобактерий, разные штаммы которых влияют не только на секрецию серотонина и дофамина, но и влияют на функции мозга. Но сахара сегодня мы потребляем слишком много, и даже если вы его не едите в открытом виде и следите за питанием, он находится в составах большинства готовых продуктов, свыше 70% из тех, что продаются в магазинах. Правда, теперь зачастую под разными названиями. Ведь это отличный как усилитель вкуса, так и консервант для дольшего его хранения. Но производитель, экономя так на производстве, медленно убивает своего же потребителя. Высокосахарная диета снижает популяцию полезных бактерий, увеличивая вредные виды парабактерий, штаммы которых могут нарушать нейромедиаторные пути в мозгу. Но в чем вообще разница? Ведь любая пища — это сахар. Иными словами, углевод. Но у разной пищи разная скорость. Возьмем, например, яблоко и стакан колы. В них примерно одинаковое количество сахара. Но почему-то врачи нам рекомендуют есть фрукты, а не колу. Дело в том, что в яблоке, как и во всех растительных продуктах, есть клетчатка. Сложный и очень важный углевод для работы кишечника, который, в свою очередь, замедляет всасывание сахара. А в коле просто сахар, быстрый углевод, который быстро расщепляется. А наши полезные бифиды и лактобактерии любят именно сложные углеводы, клетчатку, которую нужно долго расщеплять. А патогенные бактерии любят тот самый быстрый сахар. Вот тут и проблема, что хороших ребят мы морим голодом, а плохих перекармливаем. Наша диета теперь строится на быстрых углеводах, а ежедневную норму клетчатки не добирают почти все. Поэтому полезные бактерии просто умирают из-за отсутствия для них еды, а вредные прекрасно размножаются и хотят кушать еще больше. От чего начинаются проблемы как со здоровьем, так и с вашим настроением. Но дело не только в сахаре, а еще в добавках, которые теперь добавляют в каждый продукт. Эмульгаторы, консерванты и все, что звучит как заклинание, а по статистике повышает риск тревожности и психических расстройств на 50%. И что делать? Ешьте больше фруктов и овощей, например, лука и чеснока, и готовьте самому. Или прочитайте о средиземноморской диете, которая считается одной из самых полезных. Но с осторожностью, не забывайте про растущую проблему микропластика. И старайтесь изучать состав того, что вы покупаете. Ведь наш кишечник — это как сад. Мы хотим вырастить на нем цветы, но почему-то поливаем его колой и химикатами. И потом еще удивляемся. Но это не значит, что нужно ограничивать себя во всем и исключать все вкусное. Как всегда, важен баланс. Но и полезных сладостей сейчас очень много. Я сам люблю разные протеиновые батончики или сладости. Например, вафли и шоколад от Snack Fabric. Очень вкусные. Их шоколад по вкусу не отличишь от той же Milka или Bueno, только вот состав у них кардинально лучше того, что мы обычно покупаем в магазинах. Тут только натуральные компоненты, много той самой важной клетчатки и никакого сахара. А другую их продукцию, Бомбар, которой пользуются многие спортсмены, включая меня, вы и так знаете. Snack Fabric — это качественные кондитерские изделия без сахара из натуральных ингредиентов, которые позволят вам вести здоровый образ жизни и при этом не запрещать иногда баловать себя вкусным, которое при этом еще и довольно полезное. От шоколада, печенья, вафель, шоколадных паст и даже мороженого вам точно что-то да приглянется. А промокод Альберт подарит вам скидку 30% на всю продукцию Snack Fabric при заказе с их сайта, ссылка на который будет в описании. Но на это влияет не только питание, но и сон. Даже одна бессонная ночь или банальное отсутствие стабильного режима сна приводит к усилению активности амигдалы и ослаблению префронтального контроля, из-за чего человек становится очень эмоционально реактивным и уставшим. А это может спровоцировать хронический стресс. А хронический стресс запускает в организме воспалительные процессы, что нарушают работу мозга. Вот так, казалось бы, безобидные вещи, на которые никто не обращает внимания, заставляют наше тело вести себя так, будто мы больны. И в каком-то смысле мы действительно больны. Но не простудой, а хроническим воспалением, вызванным собственными мыслями.
Но если биология создает почву для комплексов, то семена сажает социальное окружение. Именно там, в ранних отношениях с родителями и другими взрослыми, формируются наши базовые убеждения о себе. И эти убеждения потом определяют всю нашу жизнь. Маленький ребенок еще не знает, кто он такой. У него нет готового образа себя. Он смотрит в глаза родителей как в зеркало и видит там свое отражение. И если в этом зеркале его любят, он любит себя. А если там критика, он критикует себя. Дети, которые растут в атмосфере постоянной критики, во взрослом возрасте демонстрируют значительно более низкую самооценку. Но губительнее — это эмоциональное пренебрежение. Когда ребенка не бьют, не ругают, а просто не замечают. Не реагируют на его эмоции, не отзеркаливают его чувства. Такой ребенок растет с ощущением, что он невидимка, что его чувства не важны, что он сам не важен. А дальше школа, друзья, социальные институты — все то, что будет закладывать в него паттерны самовосприятия. Так что такое комплекс? Нет, это не какая-то одна или несколько объективных причин для ненависти. И это вовсе не страх осуждения, как некоторые предполагают. Это страх, что ваши мысли подтвердят другие. Это ненависть к самому себе, которая закладывается в ребенка родителями, обществом, окружением и теперь еще социальными сетями, что заставляют нас не только за внимание выставлять свою жизнь, и не только ее, но и сравнивать себя с другими. Сравнивать свои тела, свои доходы, свою жизнь с той, что мы видим у других, что превратило формирование комплексов в настоящую современную эпидемию. А наши гены, биология, гормоны и даже кишечник лишь определяют, есть ли у нас к ней иммунитет. Леон Фестингер в 1954 году сформулировал теорию социального сравнения. Он утверждал, что у людей есть врожденная потребность оценивать себя, и когда нет объективных критериев, мы сравниваем себя с другими. Это нормальный адаптивный механизм, но проблема в том, что социальные сети превратились для нашей самооценки в оружие массового поражения. Если раньше люди сравнивали себя максимум со своими успешными знакомыми да со звездами из журналов, то теперь мы сравниваем себя с сотнями, тысячами людей чуть ли не каждый день. И видим все только лучшее и тщательно отобранное. Мозг видит поток чужого счастья и делает простой вывод: все живут лучше нас. А опросы и исследования показывают устойчивую связь между временем в соцсетях и снижением самооценки, а также маркерами воспалениями в крови. В особенности этому подвержены подростки и девушки, особенно что касается внешности. Бесконечная ретушь, фильтры, выдуманные стандарты – все это повлияло на восприятие себя. Сколько мы видим примеров людей, которые ложатся под нож хирурга, пытаясь закрыть свои комплексы. Сами хирурги подтверждают, что большинство их пациентов стремятся изменить себя, чтобы выглядеть лучше для других в социальных сетях. И несмотря на все изменения, большинство по-прежнему остаются неудовлетворенными собой даже после десятка процедур. Да и уверен, большинство из нас даже фотографию боится выложить, если не замазать все свои прыщи на фото. Причем у многих комплексов есть забавная и опасная особенность – гиперкомпенсация. Комплексовала за тело, раскачал до ужасного состояния на стероидах. Из-за внешности испортила себе операциями все лицо. Забавно от этого нам, прохожим, а вот сами люди этого не видят. Они считают, что они все делают правильно, и это опасно. Это называется дисморфия тела, когда мозг как бы показывает тебе в зеркале не то, что там есть на самом деле. У таких людей области мозга, отвечающие за анализ деталей, работают как одержимые, и нарушается связь со всеми остальными, что должны были нас остановить. Из-за чего мозг видит недостатки, забывая, что вообще-то смотрят на лицо. И это формируется постепенно. Сначала небольшой комплекс, потом зацикленность. Мозг больше тратит ресурсы на этот анализ, притупляется критическое мышление, а потом ты начинаешь что-то менять. Делаешь пластику, операцию, а тут уже визуальная толерантность. И через время опять что-то не устраивает, и ты уже не можешь остановиться. Это как зуд, который непонятно где чесать, поэтому если вовремя не остановиться, это приводит к печальным последствиям. Но иногда комплекс может перейти в фетиш. Все потому, что в нашем мозге стыд и возбуждение пересекаются в одной зоне, в левой передней части островковой доли. Это участок, который отвечает за осознание тела, эмоций и внутренних состояний. И когда мы снова и снова испытываем эти чувства вместе, например, стыд за свое тело и возбуждение от порнографии, мозг начинает их связывать. Вот типичный сценарий. Парень комплексует из-за своего тела или размера полового органа, но при этом часто смотрит порнографию. Он комплексует, но продолжает смотреть ее еще больше, укрепляя свой комплекс. И с каждым разом мозг все сильнее обучается получать удовольствие от того, что причиняет дискомфорт. И теперь стыд становится частью механизма возбуждения. Так и возникают определенные сексуальные пристрастия, любовь к унижениям или подчинению и определенным жанрам эротики и порнографии. Такая вот необычная и весьма пугающая схема.
Картина довольно грустная. Комплексы вшиты в нашу биологию, подкреплены химией мозга и вмешиваются в его работу, укоренены в детском опыте и постоянно подпитываются современной культурой. Огромный пазл от нейронных, социальных сетей и даже от нашего говна. Такова жизнь. И самое опасное в этом то, что наши комплексы и слабости, которые живут с нами долгие годы, могут передаваться нашим детям через поколения на уровне экспрессии генов. Например, дети женщин, которые были беременны на момент Второй мировой и страдали от голода, имели повышенный риск ожирения, диабета и сердечных заболеваний, а также чаще страдали тревожными расстройствами. Голод изменил метилирование генов, отвечающих за метаболизм и стрессовую реакцию. А дети, чьи родители пережили Холокост, имели изменения в генах, также регулирующих реакцию на стресс, из-за чего те были более склонны к ПТСР и депрессии. А эксперименты на мышах показали, что выученный страх определенного запаха способен передаваться их детям и даже внукам. В общем, от комплексов мы не только страдаем, но еще ответственны за эти страдания, насколько серьезно они повредят или активизируют те или иные гены для наших детей. Но есть и хорошая новость. Чаще всего от комплексов и низкой самооценки страдают именно умные люди. Дело в том, что у людей с высоким интеллектом развита метакогниция, способность думать о своем мышлении. Чем больше человек знает и думает, тем больше он видит свои пробелы в знаниях, понимает сложность мира и осознает, сколько всего он не знает. Это как чем выше ты поднимаешься в гору, тем больше видишь других вершин. А вот люди с низким интеллектом, они никуда не поднимаются, и в их кругозор эти вершины не попадают. Поэтому они часто настолько уверены в себе и даже не видят своих ошибок, потому что их навыки не позволяют этого сделать. Это прозвали эффектом Даннинга-Крюгера. Почти во всех опросах некомпетентные люди оценивают себя всегда лучше остальных. Порой значительно. Даже Альберт Эйнштейн был этому подвержен. И так работает абсолютно везде. Среди успешных людей почти 70% страдают от синдрома самозванца. Вот и парадокс. Чтобы быть уверенным в себе, нужно просто быть достаточно глупым, чтобы не видеть своих недостатков. Но и другая хорошая новость в том, что наука не только раскрыла механизмы ненависти к себе, но и нашла способы их переписать. Основное, что нужно понимать, наш мозг меняется всю жизнь. Это называется нейропластичность. Да, негативные паттерны укрепляются с повторением, но их можно ослабить и заменить новыми. Это требует усилий и времени, но это возможно. И у этого действительно есть вакцина. Но какая? Во-первых, проверьте свое здоровье и свой желудок. В описании я даже оставлю ссылку на целый чекап, который точно нужно сдать. И если есть отклонения, идите к врачу. Возможно, ваши комплексы и неуверенность – лишь сбой гормонов. Во-вторых, правильно питайтесь и старайтесь есть меньше сахара. В-третьих, каждый день занимайтесь спортом. Хотя бы ходите по 30 минут в день. А лучше еще занимайтесь силовыми тренировками. И нормализуйте сон. Это еще один критический фактор. Неважно, во сколько вы ложитесь. Важно делать это регулярно, всегда в одно и то же время, и минимум 6 часов сна. И в конце концов, учитесь работать с мыслями. Наши эмоции определяются не событиями, а нашей реакцией на них. Увидеть в злобном выражении ненависть к себе или просто плохое настроение – вещи кардинально разные. Отдавайте анализу каждую свою негативную мысль и спрашивайте себя, что бы вы ответили своему лучшему другу, начни он думать так же. Смотрите на свои мысли со стороны. Это правда помогает. И развивайте навык самосострадания. Простыми словами, примите себя как обычного, несовершенного человека и относитесь к себе с той же добротой, как к лучшему другу. Это, кстати, со временем активирует области мозга, отвечающие за привязанность. Так что в каком-то смысле вы правда начинаете любить себя так, как своего близкого. И не бойтесь искать поддержку. Вы в этом не одни. Как говорит статистика, почти каждый человек на Земле. Если с этим трудно, не забывайте, что я специально для вас создал бесплатного бота-психолога на основе ИИ, который в любой момент ответит на все ваши вопросы и вас поддержит. А еще экспериментируйте. Если ваши страхи и комплексы не вызваны сбоями в организме, вероятно, у вас произошел сбой в причинно-следственных связях. Вы ожидаете более худшего, чем это вообще может произойти. Поэтому делайте то, чего стесняетесь или боитесь. Да, возможно, вам кто-то откажет, напишет плохой комментарий, но от этого жизнь не разрушится, а лишь наоборот. Я вот недавно впервые за 22 года подошел познакомиться с девушкой. Здорово! А каждый такой маленький эксперимент – это сразу 3 вещи. Толерантность к неидеальному, трещина в стене негативных убеждений и новый фундамент вашей внутренней опоры, который защитит вас от всего. И который поможет снять навешанные на вас вашим сознанием ярлыки о самом себе.
Когда-то и я безумно ненавидел себя. Мне казалось, что так будет оставаться всегда, и я обречен. Никто не полюбит и так далее. Но мои комплексы научили меня не только тому, как улучшать себя, но и как себя любить. Они мне многое поведали о моих потребностях, слабостях, благодаря чему мне теперь действительно легче жить, строить отношения, любить других и, главное, как себя уважать. Наши комплексы — это не диагнозы, и уж тем более не приговор, а карта твоих потребностей, твоей силы и твоей любви. Оказалось, что настоящая сила не в том, чтобы быть идеальным, а в том, чтобы искренне любить себя со всеми своими несовершенствами. Именно в этом кроется свобода, в осознании своей ценности не вопреки недостаткам, а вместе с ними, потому что наши слабости и делают нас живыми, настоящими и неповторимыми. И хорошая новость, что это в наших руках. Да, в детстве мы не могли повлиять на свое окружение и то, как мы что-либо воспримем. Но то, как жить дальше, исключительно наш выбор. И мы можем либо продолжить старый сценарий, либо начать его новую главу. Главу, где главный герой наконец-то перестает быть своим злейшим врагом и становится себе самым лучшим другом. Главу, в которой главный герой понимает, что он достоин любви, ведь мы все ее достойны. С вами был Альберт, подписывайтесь на канал и мои социальные сети в описании. И будьте счастливы. Всего хорошего.